Здравствуйте, товарищи. Значит, что у нас нового интересного произошло за период? У нас, по-моему, 10 апреля был последний эфир. Достаточно давно, да, но последние месяцы были насыщены поездками, и вот сегодня нам удалось организовать этот самый эфир. Как всегда, пожалуйста, задавайте вопросы. Часто просят, чтобы эфир был на английском. Ну, ребят, я же человек, не робот, и все сразу взять и охватить, конечно, невозможно. Поэтому прежде всего у нас основной фокус, он должен быть на технологиях, на развитии нашего проекта, ну и уже там попутно у нас иностранные языки. Потихонечку подтягивается. Ну, иногда уже, кстати, в некоторых переговорах без участия переводчика удается, в общем-то, основные вещи понять, когда я нахожусь в поездках. Особенно, когда время с Дубай, допустим, большое, там 5 или 6 часов разницы, когда здесь ночь, а там уже начинается работа, не всегда переводчик удобно участвовать. Так, ну что, значит, порядка у нас 17 новостей за этот период вышло. Давайте отметим, что это на самом деле очень даже немало, потому что мы не новостной канал, который освещает события в мире, вот, или в отдельном регионе, мы как-никак стартап, но при этом у нас новости достаточно насыщенные идут. Но вообще, знаете, хотелось бы сказать, что у нас вообще есть самое главное. Самое главное — это понимание, что сделать завтра для того, чтобы мы приблизились к тому дню, когда мы сможем представить, значит, первый наш объект полностью работающим. И на самом деле многие этого ожидают, потому что часто на выставках мы получали обратную связь о том, что, ребята, а где это реализовано? Ну, мы им говорили, знаете, если бы это уже было реализовано, мы бы здесь, наверное, бы не находились. Вот, наверное, вы бы уже знали о нас, наверное, кто-то бы уже вам о нас рассказал. И здесь мы не представляли бы наши макеты и, с желанием того, чтобы вы поняли, что мы все-таки предлагаем. Но в любом случае, любая идея, любой проект, он начинается с первых шагов. Вот. И первые шаги мы такие делаем. И первые шаги, они должны быть правильными. Так вот, мы продолжаем работу по получению патентов, значит, необходимую работу эту проводим, потому что если бы у нас этих патентов не было, но мы уже реализовали наш объект, то тогда нам бы сказали, ребят, ну спасибо, это хорошая идея. Вот. И, собственно, вручили бы нам почетную грамоту. А этого недостаточно. Этого недостаточно. На самом деле, также иногда слышу такие предложения. Денис, ты же говоришь о том, чтобы мир, прежде всего, должен стать более экологичным, да, чтобы пластика поменьше в океанах было, чтобы источники энергии были у нас чистыми и так далее, но при этом ты монополизируешь свою технологию, тем самым вносишь некоторые ограничения на ее использование. Но здесь нужно учесть следующее. Если просто продвигать новую технологию, не предлагая, значит, ну давайте возьмем пример того же объекта, как лифт. Вот если бы Otis Lift говорил, ребят, вот смотрите, у меня есть рисунки, такое устройство, которое передвигается между этажами, перевозит людей, вот, и оно будет безопасным, потому что есть у меня вот такая конструкция, то мир — это же, ну, как правило, в основном это бизнес или какие-то исследовательские институты, которые имеют уже там определенные программы, которые должны быть приняты, которые должны быть одобрены и так далее. И мы знаем много историй, когда много инноваций очень долго не воспринимали вот, как серьезную вещь. Например, англичанин изобрел турбину вместо пропеллера, да, для самолета.
и многие годы пытался доказать Министерству обороны, что такое устройство будет работать эффективнее, и что оно представит новые возможности для летательного аппарата. Ну, вот если историю эту почитаете, да, познакомитесь поближе, вы узнаете, что несколько лет у него ушло на то, что он создавал этот прототип все-таки за свой счет, и он показал маломальски работающий прототип и получил финансирование. Финансирование получил, и тогда уже ему удалось довести свой проект до до рабочего состояния, но и сейчас весь мир воспринимает эту технологию как обычную. Ну да, что такого? Сел в самолет и со скоростью 900 км в час переместился из одной точки в другую. Ничего, в принципе, особенного. Так вот, много технологий, они встречали подобные эффекты. Вот. И вот, соответственно, на выставках все задают вопрос, когда этот будет объект, и инвесторы наши задают такой вопрос. Вот. Поэтому мы сейчас в меру сил и возможностей и на хорошем уровне проводим работу по патентованию, и параллельно мы ведем разработку, значит, проектирования. У нас уже есть проект нашей 156-метровой башни, есть проект на бетон, на арматуру сейчас, и мы уже подходим к тому, чтобы иметь проект на шаттл, на сам шаттл. Да? Мы уже закончили совершенно на новом уровне. Мы, кстати, скоро опубликуем ролик. Там мы в Zoom обсуждаем с нашим конструктором этот самый 10-й Т-шаттл. Вы увидите, что устройство достаточно сложное. Вот, и, в общем-то, больше поймете, как оно работает. И на сегодняшний день мы подготовили проект. Он состоит из 37 листов, где все подробно расписано, где какой магнитик, где какая гаечка, где какой болтик. И, соответственно, мы уже будем иметь эту самую 10-ю версию на совершенно новом уровне. На самом деле, эта 10-я версия, она должна была у нас выйти, по-моему, где-то в марте, но до сих пор не вышла, потому что мы понимали, что, создавая ее, то есть у нас постоянно появлялись постоянно улучшения, и мы решили не тратить время на изготовление, значит, в материале этой самой 10-й версии и сразу уже перейти на более высокий профессиональный уровень. Мы на эту тему скоро и чертежи наши опубликуем. Эти чертежи, они будут процентов на 70 похожи с реальным шаттлом. Так, ну что, у нас по проекту «Ветер» во Вьетнаме мы достигли уже, значит, второго шага из 8. И об этом у нас была новость, и мы каждую новость подтверждаем документом. Пожалуйста, не забывайте, что любой документ или патент легко проверить. Google патентный поиск, забиваете туда номер этого документа и вводите фамилию автора. И Google вам, соответственно, выдает. Далее, значит, мы в Мексике по проекту «Ветер» достигли 6-го этапа. Где ваши аплодисменты, друзья? Так, значит, Южная Африка у нас шестой шаг из 8. Так или... Угу. Так, плоховато видно. Распечатал я тут перед выпуском. Значит, по проекту «Ветер». Также у нас была встреча с собственником земельного участка на острове Бали. Вот, я сам лично был на этой территории. Также я посетил город Сурабая. Значит, в основном, само собой, министерство находится в городе Сурабая, поэтому у нас был визит и диалог как с собственником участка, так и с представителем энергетической компании. Вот. И мы обсудили вопрос, как правильно подготовить и подать заявку для того, чтобы Министерством энергетики Индонезии была рассмотрена наша технология и одобрена к возможной реализации на территории Индонезии. Поэтому
Там нужен нам будет и земельный участок, а с собственником мы уже поговорили предварительно, и, соответственно, согласование местных властей. Значит, ну, такие документы мы сейчас готовим. Запрос достаточно большой. К этому вопросу подключилась еще одна немецкая, очень небольшая компания, которая занимается возобновляемыми источниками энергии. Ну и она нам помогает преодолеть некоторые эти бюрократические препятствия на территории Индонезии. Так, далее у нас по проекту «Ветер» во Вьетнаме. Уже 4-я стадия, да, то есть мы там за 2 недели уже перескочили на 4-ю стадию. Поэтому по проекту «Ветер» у нас 4-я стадия, и мы уже приближаемся к тому дню, когда мы получим патент по проекту «Ветер» во Вьетнаме. С чем я вас, собственно, и поздравляю. Так, у нас на самом деле новостей больше. Уже распечатали, да? В процессе, да? Ага, окей. Так, ну и в апреле, 16 апреля была встреча с уважаемым шейхом Хашером Мактум Аль-Мактум здесь, на территории Дубай. Ребят, ну, по данным встречам, пока нового я ничего не слышу. Я слышу, что все нравится, все хорошо. И уже вот-вот скоро мы решим вопрос с выделением участка, там, с какими-то согласованиями, одобрениями. Но то один человек, который принимает решение, находится в отъезде, то затем здесь проливные дожди проходят в Дубай, а если это происходит, то здесь, как правило, жизнь останавливается, потому что здесь не приспособлен город к проливным дождям. Ну и, в общем, вот такие вот наслоения есть, поэтому пока встреча не состоялась с местными значит, органами, которые способны принимать такие решения. Так, ну что, и у нас в мае состоялась, по-моему, пораньше, это в мае опубликовано, немного ранее состоялась встреча с компанией индонезийской «Петрогаз». Вот, «Петрогаз» имеет территорию, это территория развивающегося порта в городе Прабалинга, достаточно большая территория, недостаточно, есть у них дефицит электрической энергии на этой территории, и поэтому они также рассматривают для того, чтобы, возможно, наш объект появился на их территории. Переговоры на этот счет у нас ведутся. Так, ну и был у нас визит во Вьетнам. Во Вьетнам это была встреча с собственником земельного участка. Встреча прошла благополучно. Собственник земельного участка со своими представителями назначил нам встречу на 15 июня здесь у нас в офисе в Дубае, для того, чтобы более подробно, опять же, все это дело обсудить. Так, ну и по проекту «Вода» мы достигли 2-й стадии, 2-го шага в Соединенных Штатах Америки. С чем я вас также, ребят, и поздравляю. Ой, то есть, ладно, чуть-чуть я перепутал. По США, ну, вы знаете о том, что у нас уже патент имеется, да, по проекту «Вода». И также мы получаем часто вопросы, почему по проекту «Вода» патенты выдаются с более высокой скоростью. Тут все просто, ребят, потому что близких аналогов, ну, вообще их нет. И поэтому, когда патентные специалисты осуществляют патентный поиск, они быстро понимают, что это абсолютно новое, уникальное решение. Вот. И также давайте не будем забывать, что там, на такие вещи, как там, вечный двигатель или неработающие технологии, получить патент почти невозможно. Может быть, в отдельных странах это возможно, но с учетом того, что количество стран, в которых мы ведем работу по получению патентов, их очень много, а результат, как правило, везде одинаковый, мы получаем патент. Это еще одно доказательство того, что значит, технология подлежит реализации. Так, ну что, ребят, давайте перейдем к вопросам.
Так. Шаджан, приветствую вас. Кстати, вы знаете, вот сожалею то, что когда эфир у нас в записи, вот тех вопросов, которые сейчас здесь есть к эфиру, они не отображаются там в комментариях. Ну, не знаю, почему так устроен YouTube. Может быть, кстати, взять эти вопросы, скопировать и их просто залить одним комментарием, для того, чтобы кто будет смотреть эфир в записи, для того, чтобы он понимал, какие вопросы здесь звучат. Так, Татьяна, здравствуйте. Очень рад вас приветствовать. Я думаю, уже где-то 4 года вы каждый раз принимаете участие в эфире. За это очень вам признателен. Так. Так, ну, те вопросы, которые у нас на английском, я попрошу наших ассистентов там перевести на русский язык, для того, чтобы я понял, о чем идет речь. Так, Суман, привет. Так, Дмитрий Проничев, проект «Вода» насколько продвигается, есть ли заинтересованные бизнесмены, кто готов протестировать и построить? Да, Дмитрий, значит, заинтересованные бизнесмены. На данном этапе это могут быть только владельцы земельных участков, и интерес у них один, чтобы нам его продать, либо сдать в аренду. Вот, мы предлагаем наши условия, и, кстати говоря, у нас очень подробный ролик выйдет буквально через 4 дня. Это будет ролик «Публичная оферта», в нем будет вся информация о том, значит, что мы за организация, значит, что мы предлагаем, как это работает, наши ожидания от владельца такого земельного участка, наши ожидания от местных властей, как мы собираемся это построить, в какой период это сделать, в какие деньги нам это обойдется, как скоро окупится. И, собственно, там прогноз развития проекта есть. В общем-то, на 95% вопросов, куда бы этот ролик не попал, в какую бы страну мира, а он будет у нас, этот публичная оферта представлена на 14 языках мира, вот, то, в общем-то, без дополнительных вопросов люди поймут, что бы мы хотели получить. Так вот, Дмитрий, у нас относительно проекта «Вода» и «Ветер», объединенного сейчас в одном объекте размером 156 метров. Это тестовый объект, который будет реально давать электрическую энергию. Мы, соответственно, вот я чуть раньше говорил о том, что мы с Вьетнамом ведем диалог, с Индонезией ведем диалог, и с Индией, с 2 компаниями мы также ведем диалог. И здесь, на территории Дубай, но здесь почему-то пока все очень медленно. Мы также ведем диалог. Ну и есть уже некоторые такие наработки из разных стран. Вот. Ну там пока вообще совсем вилами на воде писано, но тем не менее, кстати, с наличием вот этого ролика, я думаю, количество интересующихся или людей, которые готовы были бы с нами подписать договор аренды такого земельного участка, их значительно прибавится. Мы бы вообще что хотели? Мы бы хотели, чтобы это была территория, которая не имеет каких-либо конфликтов. Вот, это важно, да. Для того, чтобы на этой территории цена реализации не была запредельной, чтобы она была нормальная. Потому что мы понимаем, что в Японии это одна цена реализации проекта, а, допустим, в Индии это другая цена. Мы заинтересованы в том, чтобы эта цена была, конечно же, ниже, потому что чем ниже цена, тем быстрее мы сможем построить. Это вполне себе логично. Вот, поэтому и Индия, и Вьетнам в этом смысле очень привлекательные территории. Так, ну вот Дмитрий спрашивает, как с Вьетнамом, но я вот уже тоже рассказал, да. Так, вопрос. Проект «Ветер», «Вода» 10.0 еще не запущен? Нет, проект прототип не запущен еще, но у нас на совершенно новом уровне подготовлен проект этого прототипа. Мы его скоро опубликуем.
и в соответствии с этим проектом мы его реализуем. Мгм. Панкадж, спасибо. Так. Дарья пишет, можно ли эти два проекта объединить, вода и ветер в одном? Ну вот мы как раз, значит, в объекте 156 метров, ну то есть я понял, что Дарья перевела этот вопрос от иностранного инвестора. Как раз мы сейчас нашли такой способ две технологии объединить в одном объекте и показать, как это работает. Но эти технологии в то же время они могут работать друг от друга отдельно. Ну, как тестовый, как презентационный материал, который реально работает. Я считаю, что это наиболее такой удачный способ. Кстати, вы знаете, как появился проект «Вода»? Такая интересная история. У нас была встреча с шейхом Кашером здесь. Вот, он говорит, ну, слушай, мне нравится, когда здание может себе обеспечить электрической энергией. А как ты собираешься хранить энергию? Это было примерно 1,5 года назад. Ну, я, конечно, и он тоже знает сегодняшние способы и возможности хранения энергии. Вот. Один такой вопрос задал. И второй вопрос, сколько будет стоить такой более-менее масштабный прототип, если мы там будем значит, использовать принцип возможности получения энергии, как у здания проекта «Ветер». Вот. Ну и, соответственно, мне такая идея не очень понравилась. Почему? Потому что это будет достаточно дорого. То есть, когда мы в здание интегрируем эту технологию и все площади в этом здании продаются, то тогда мы хорошую экономику получаем. А если мы строим отдельные концентраторы и ставим туда ветроэлектростанцию, то тогда экономика у нас там получается очень даже нехорошая. Поэтому такая идея мне сначала не понравилась, но ну и в какой-то момент вот его вопрос меня натолкнул на мысль о том, что почему бы проект «Вода», то есть если мы ставим эти самые концентраторы, которые нам достаточно дорого могут обойтись, если это площади некоммерческие, почему бы в этот проект не внедрить воду, и это могло бы быть таким тестовым объектом. Вот. Ну и, собственно, обсудил это с архитектором, мы договорились, как это может выглядеть, и у нас получился очень даже симпатичный объект, который в себе совмещает эти самые две технологии. В общем-то, можно его использовать с двойным назначением, то есть с двумя этими сразу технологиями, но одновременно с этим этих технологий две могут и работать отдельно. Поэтому в первом объекте это точно две объединенные технологии. Так, Панкадж пишет, не торопитесь, чтобы построить лучшую компанию, не торопитесь, мы с вами полная поддержка. Но здесь я понимаю, Панкадж говорит, делайте более продуманные шаги, вот, для того, чтобы идти правильным путем. Да, я здесь понимаю. Ну, на самом деле, мы, в принципе, в соответствии с дорожной картой идем, ребят, если разобраться. Да, были планы уже получить такой земельный участок еще осенью прошлого года. Эти планы у меня связывались с ожиданиями, связанными с переговорами здесь, в Дубае. Вот. Но медленные ребята, ну что с ними поделаешь? Вот. Медленные ребята, поэтому немного нам пришлось в этом смысле планы сдвинуть. Но вполне может быть, что это даже к лучшему. Так, есть ли надежда построить проект «Ветер» в Индии? Есть ли какое-либо обсуждение с компанией в Индии? Сурав задает такой вопрос. На самом деле мы сейчас уже договорились с геолого-исследовательской компанией о том, чтобы провести исследование грунтов на территории Индии. Я город сейчас не скажу, это находится в 3 часах езды от города Чандигарх. Мы с этой компанией переговоры ведем. Они нас заверяют, значит, о том, что работа
То есть эта компания, она владеет земельным участком, они там планируют построить медицинский центр, но территорию под энергетический объект нужно изменить назначение, а для того, чтобы изменить назначение, нужно сделать межевание и затем уже подать документы. Но, как уверяет эта компания, в этом смысле у них работа ведется полным ходом, и они уверены в том, что достаточно быстро эту работу сделают. В связи с чем нахожу правильным и интересным уже сегодня приступить к тому, чтобы пробурить там нужное количество скважин для того, чтобы понять состав почвы. Это нам поможет определить стоимость фундамента для этого объекта. Поэтому, наверное, через месяц где-то, или, может быть, немного раньше, буду находиться в Индии, наверное, как минимум неделю, пока эти будут работы вестись. И вполне может быть, что это будет Индия. Так, патенты. Охота уже начало реализации видеть. Так, ну, сейчас перелетели немножко вопросики. Сейчас, секундочку. Угу. Спасибо, что такая хорошая активность, что я даже вопрос этот найти не могу. Вот. Андрей Архангел пишет: патенты, охота. Хочется уже начало реализации видеть какого-либо из проектов. Вот наши мысли в этом совпадают с вами, совпадают полностью. Так. Так. Сколько времени потребуется, чтобы запустить наш первый проект, и в какой стране он будет запущен? Так, ну, ребят, немного вопросы повторяются. Я думаю, уже совсем скоро мы такую территорию определим. Да, кстати говоря, с одной из компаний мною было подписано соглашение о неразглашении. Ну, у них такие корпоративные правила, да. Поэтому название этой компании я называть не могу, но последние пару месяцев у нас была публикация об этом, и я ездил на автомобиле из Дубая на эту территорию, догадайтесь, на какую, да? Вот, ну, в ближайшую страну, да, здесь расположенную. И у нас с ними также идет очень серьезный разговор к тому, чтобы этот объект появился и на их территории. Ну, во всяком случае, каждые 3-4 дня получаем от них ряд вопросов. То есть, ну, процесс там обсуждения у них идет. Так. Пангадж пишет, что «Ветер» станет проектом номер 1, без сомнения, все поддержат этот проект. Ну, давайте, ребят, так рассуждать. Вот на территории Ирана, значит, ветер используется уже более 500 лет на мельницах. Если вот погуглите «Иран», «ветер», «мельница», да. То есть здесь мы какой прежде всего вывод должны сделать? Что 500 лет назад уже были материалы, из которых можно было изготовить ветростанцию. Да? Ну, она, понятно, не электрическую энергию давала, ну, там какую-то функцию давала, допустим, там полив, доставка воды для полива, либо это была мельница и так далее. Поэтому уже давно известно, что ветер можно заставить работать. Вот. И мы сегодня предлагаем новую технологию в этом смысле. Ну, если это удалось людям добиться 500 лет назад, и даже в Древнем Египте также поливали поля с помощью ветра, то, ребят, ну очевидно, что и у нас получится. Другое дело, сколько это будет стоить и насколько это будет комфортно для пользователей этого здания. Ну вот как раз здесь и нужны те новые вещи, о которых мы говорим. Допустим, это аэродинамический щит, который позволит нам избавить эту ветроэлектростанцию от шума. Да?
как он работает, можете подробнее посмотреть в одном из наших промо-роликов. Вот. Поэтому сомнения у меня тоже на самом деле здесь мало. Тем более мы, кстати говоря, кто давно с нами дружит и смотрит наш YouTube-канал, знает о том, что нас поддержали очень авторитетные ученые в вопросах физики и механики. И это тоже дает нам, как это сказать, заряд, дополнительный заряд энергии для того, чтобы двигаться дальше. Так, доброго времени суток. Не думали в Новую Зеландию зайти с проектом «Ветер»? Там чуть ли не молятся на ветрогенераторы. Да, на самом деле Новая Зеландия, я там был, это было примерно месяц назад, я там был 3-4 дня. Вот. Но встреч каких-либо на эту тему у меня не было. Пока с Новой Зеландией контактов у нас также никаких нет. Но тот ролик, о котором я говорю, который выйдет через 4 дня, его можно будет и нужно будет посылать во всякие государственные структуры и энергетические строительные компании с предложением, так он и называется, публичная оферта. Поэтому вполне возможно, что власти и, может быть, и Новой Зеландии откликнутся на это, и соответственно, у нас появится и там контакт, почему бы и нет. Но давайте учитывать то, что Новая Зеландия — это страна, где достаточно высокого уровня заработной платы и цены, поэтому для первого объекта, ну, наверное, не самая лучшая история, потому что первый объект мы должны будем финансировать своими силами, да. Так. Могут ли важные моменты встречи быть представлены как новости? Это если вы, смотря про какую встречу идет речь, да. Поподробнее чуть-чуть. Так. Денис, я понимаю, что вы нашли такое решение, которого не существовало ранее. Это, безусловно, заслуживает уважения. Я считаю, что вы имеете перспективу создать очень большой бизнес. Изучая историю, мы прежде помним людей, сделавших открытия в области науки и техники, а не футболистов и королей разных стран. Так, моя мечта это чтобы мой сын мог стать человеком, который войдет в историю, которого будут помнить спустя десятилетия и даже дольше. Сегодня так много игр и глупых постов, TikTok, который набирает миллионы просмотров, детей просто не заставишь читать книги, наполненные развивающей историей. Есть ли у вас рецепт, как сделать так, чтобы мой сын шел в правильном направлении и достиг действительно достойных целей? Серьезно, кто-то к вопросу подготовился очень. Так, ну, тут, друзья, известно всем, что среда формирует человека. То есть, если вы живете всю жизнь в лесу, то, наверное, конечно, вам будет трудно понять, как устроена городская жизнь. Да? Ну, если мы говорим про детей, ну, детей тоже заставлять чему-то, это, наверное, не самая лучшая история. Тут такой целый философский вопрос. Ну, давайте так коротко попробуем. Я думаю, это будет интересно. Вот я когда в школу пришел в первый класс, что я услышал в первый день? Да? Здесь мы вас научим, здесь мы вам расскажем, здесь вы узнаете. Ну, это да, все это интересно, но только не объяснили, для чего. Да? То есть, если им задать вопрос, а для чего? Ну, они скажут, ну, для того, чтобы для жизни. Вот. Но, ну, как-то, знаете, это вот не стимулирует. Вот если бы другой немного был подход, и нам бы рассказали, что в этой школе, что, ребят, за эти годы, когда вы будете здесь находиться в школе, мы передадим все накопленные знания. Эти знания накоплены всеми нашими предыдущими поколениями. И задача нашего поколения — это сделать еще один шаг к развитию относительно предыдущего поколения.
И, соответственно, такая же задача будет лежать и на вас. И они должны были вообще по-честному сказать, что, ребят, ну мы вообще не знаем на самом деле, откуда взялась там жизнь, есть ли жизнь там на других планетах, или мы не знаем способ, как добраться до любой другой обитаемой планеты, если она такая существует, да. Но с помощью наших знаний, переданных вам, накопленных, да, за многие тысячелетия, возможно, кто-то из вас, здесь присутствующих, найдет такое решение и найдет ответ на вопрос, откуда взялась эта самая жизнь, вот, и что такое хорошо, и что такое плохо. Поэтому, ребята, если хотите, вы можете использовать эти знания для того, чтобы быть более развитыми, чем те, кто вам эту информацию предлагает. И вот здесь уже бы ребенок уже задумался, то есть уже бы его не ставили как человека, которому говорят ты должен, а которому говорят ты можешь, если захочешь. Ну, наверное, вот такой подход я бы использовал, и тогда шансов на то, что наши дети войдут в историю вот, как люди, которые принесли какие-то позитивные изменения в этот мир, их, я думаю, появится больше. Ну, это если очень коротко, да? Так, я из Непала. Я хочу знать, когда этот проект поступит на производство. Ребят, тоже я хочу это знать. Следите за новостями, и вы узнаете первым. Работаем. Так. Так, нужно запускать строительство, а не стримы ветви. Ветви, что за слово, я такого не знаю. Но вы хотите сказать, что мы должны поставить видеокамеру, онлайн-трансляция, как строится объект? Если это такой вопрос, то я тоже этого очень хочу. Давайте наберемся терпения, и обязательно это случится. Так, африканские друзья пока в раздумьях. Так, ну у нас на самом деле в Африке есть один контакт, но там у компании не такие большие ресурсы, чтобы они быстро могли любые вопросы решать. Они такая тоже скромненькая компания, но мы связь поддерживаем. Вот, иногда они просят нас подготовить концепцию на ту или иную территорию, какую-то, для того, чтобы они их там презентовали, продвигали. Мы это делаем. Так, вопрос. Какие результаты приносит проект во Вьетнаме владельцам проекта? Возможен ли первый проект во Вьетнаме? Ну, чуть-чуть некорректный, наверное, перевод. Да, ребят, как раз на 15 июня у нас назначена вторая встреча с собственником земельного участка из Вьетнама, поэтому по результатам этой встречи будет у нас больше информации на эту тему. Ждем их 15 июня. Надеюсь, они приедут. И, кстати говоря, у них была поездка уже одна запланирована в какой-то момент, но вот как раз в Дубае начались вот эти вот дожди. И, в общем-то, ну, затруднения были, но не настолько, чтобы сюда не прилетать. Вот. Ну, там в новостях эту историю так распиарили, что они подумали, что здесь совсем нечего делать, и поездку эту перенесли, к сожалению. Так, Денис, подскажи, пожалуйста, стенд на заднем фоне, где изображен самолет, город и так далее. Ну, на самом деле, это научно-технические достижения человечества. Вот. А здесь у нас изображен также проект «Город логистика экосистемы» и проект «Ветер». Ну, может быть, вам сейчас не видно такие рисунки. То есть, ну, это как технические идеи, которые привнесут изменения в нашу жизнь. Вот. А вообще у нас вот эти белые панно — это выдающиеся деятели науки Союза Советских Социалистических Республик. Это моя родина. То есть это у нас доска, как с кого брать пример. Такая доска почета, с кого брать пример. Так, Рассен пишет: рад видеть в отличном здании. Хочу спросить, не думали ли построить первый ветер на Филиппинах? На Филиппинах мы участвовали, кстати, в прошлом году на выставке, но особых результатов это не принесло.
Ну, с другой стороны, что такое выставка? Ну, допустим, там посещают ее там 2000 человек, вот, но так, чтобы совпали наши и их интересы, ну, наверное, такого не случилось. Но я сам на этой выставке не участвовал, были наши ребята. Пока по Филиппинам у нас нет контактов никаких. Но если у вас есть контакты на Филиппинах, вот ролик, который выйдет через 4 дня, его можно будет и нужно будет также адресовать им, и тогда они, в принципе, за 12 минут этого ролика будут иметь полное представление о том, что мы хотим, что мы предлагаем, кто мы такие. Ну и, соответственно, они поймут, какую пользу им мы можем принести. Так, Андрей пишет, значит, самые крутые здания, самая зеленая энергетика и самые наилучшие условия для инвестирования. Ну, вообще, на самом деле, шансы у нас есть на то, чтобы мы действительно сделали самые продвинутые, самые технологичные здания в мире. Вот. Но надо пройти определенный путь к этому. Ну, здесь я могу сказать, что мы не остановимся, мы уверены в том, что это обязательно нужно результаты достичь. Мы будем его достигать, вот, и никто нам не помешает, поэтому будем работать, ребят. Ну что, ребят, так, у нас эфир, где там кнопочка-то выключить? Ага, так, сейчас оператор отошел. Вот еще у нас есть вопросик. Вопросик, и эфир уже скоро будем заканчивать, да? Так, вопрос от инвестора. Текущий прогресс проекта кажется медленным по сравнению с дорожной картой. Не могли бы высказать свое мнение? Ребят, ну на самом деле, если вы внимательно почитаете дорожную карту, то в принципе мы укладываемся в то, что мы заявляли, в то, о чем мы заявляли. Поэтому все хорошо, ребят. Так. Алекс пишет. Алекс, приветствую, да, уже также мы дружим, наверное, уже почти 5 лет, да? И спасибо, Алекс, спасибо за поддержку. Так, еще у нас есть вопрос. Где вы зарабатываете деньги на покрытие своих расходов? Какой процент от наших инвестиций вы используете на свои расходы? Ребят, ну у меня так же, как у любого человека, есть заработная плата. Расходы мои личные, поверьте, очень даже скромные. Скромные не с тем, что я какой-то экономный и так далее, просто мне много в жизни не нужно. Просто не нужно. Вот. Деньги сами по себе, они счастья никакого не приносят. Поэтому я просто получаю зарплату, так же, как и часть нашей команды. Вот. Если вы находитесь в наблюдательном комитете нашего проекта, то вам доступен отчет о наших расходах, где вы можете со всеми этими цифрами ознакомиться. Так. Так, вопросики под конец посыпались, да? Так, Татьяна прочитал. Спасибо за солидарность. Так. Как только реализую первый проект, тогда все и начнется. Дмитрий, ну, все правильно, все так и есть, да. Люди, они так устроены, они хотят это увидеть, допустим, даже вы владеете там предпоследней моделью автомобиля Ford. И вот в автосалоне появилась новая модель, да, значит, этого самого Форда, там, Escort, да, какой-то. Вы же не покупаете, не глядя, да? Вы же хотите прийти в этот салон, открыть дверцу, там, посмотреть, там, сделать тест-драйв, понять, чем отличается, сколько нужно доплатить. То есть каждый человек, он хочет с помощью разных органов чувств понять, за что он будет платить. Ну, а тем более, когда речь идет о совершенно новой технологии, конечно же, этот эффект, он усиливается. И поэтому только мы можем доказать, показать и привлечь к себе внимание с помощью реального этого самого объекта. Так, Денис, хочу поблагодарить за Dylan Mirror. Ну, ребята, я не являюсь автором
очень интересного и перспективного изобретения. Но Василий обратился где-то, наверное, месяцев 8 или 9 назад, приехал в офис, рассказал свои идеи и посвятил в то, что ему, само собой, нужны инвестиции и инвесторы. И мы с ним договорились, что мы будем нашу инфраструктуру сдавать ему в аренду. То есть, но на нашу инфраструктуру дополнительные нагрузки это никакой не дает, просто мы копируем код, заливаем на отдельный сервер и ему ее предоставляем. Поэтому фактически каких-либо физических или финансовых затрат у нас нет, но у нас появился небольшой дополнительный источник дохода. Этот доход мы также каждый месяц отображаем в нашем чат-боте Telegram, где есть все сведения о поступивших инвестициях, и поэтому эти деньги они нам будут способствовать к развитию наших проектов. Так. Планируете ли принимать донат для проекта крипто и какой? Ну, криптовалюта у нас всегда вообще была. Там, по-моему, 3 вида. Ну, посмотрите в кабинете, я так, честно, до конца не знаю, какая именно. Так, Виктория, спасибо и вам за, значит, просмотр этого эфира. Денис, что вы можете о своей семье рассказать? Ну что рассказать? 3 детей, 2 из них активно занимаются спортом, значит, постоянно домой приносят медали. Это очень меня радует. Вот. Ну и это у меня мальчик и девочка, да, а есть еще у меня девочка одна, она вот что-то со спортом не хочет дружить, ну, хорошо учится в школе, вот, пока в школе хорошо учится. В поисках, наверное, находится, чем же ей заниматься в жизни. Так, Алекс, спасибо за добрые пожелания, вам также счастья. Первый шаг, он трудный самый. Ну, согласен, да, он трудный, но, ребят, почему-то на самом деле он достаточно легко дается. Я не знаю, легко дается. То есть, да, мы тратим много времени, да, рабочий день бывает далеко не 8 часов, да, много перелетов, смены часовых поясов, языков, культур, да всего чего угодно, всего много, но это все, знаете, как-то в радость. Так, Марина, спасибо за добрые пожелания. Ну что, ребят, будем на этом прощаться. Пожалуйста, посещайте наш сайт, следите за новостями. Также у нас есть Telegram новостной канал, там у нас более 5000 зрителей. Туда мы также часто выкладываем наши новости. Если у кого-то есть идеи, предложения, пожелания, мы всегда рады их услышать. Пожалуйста, напишите в нашу поддержку. Все вопросы, которые могут способствовать повышению скорости развития и так далее, все эти предложения я получаю, с ними лично знакомлюсь. Спасибо, ребят. До новых встреч.